мы в мозгу формируем опасные ситуации. Опасные ситуации мы в мозгу формируем через наше поведение, через наши эмоции. То бишь простым языком объясню, что такое поведение. Это испуг, это вот дергание, вот такая реакция на ситуацию и все. И мозг запоминает либо ситуацию, что она опасна, либо мысль. Например, если вам мысль в голову пришла и вы испугались этой мысли, все, мозг ее зафиксировал как мысль опасная. И в следующий раз, когда к вам возвращается мысль, мозг реагирует на нее, он начинает тревожиться, возникает тревожность, потому что уже в мозгу либо ситуация, либо мысль закреплена как опасность. Точно так отрабатывается ситуация, а потом, если остаются и мысли вызывают у человека тревогу, отрабатываются сами мысли, то бишь затираются, обесцениваются, чтобы мозг не производил реакции на эти мысли. У человеку мысли приходят двумя способами. Первый способ, они приходят извне, как я говорю, из Вселенной приходит человеку мысль. Второй способ появления мысли – это внутри нашей головы. То есть наш мозг внутри нашей коробочки черепной рождает мысль. Вот двумя способами к человеку приходят мысли. Как они формируются, как они зарождаются, этот момент ученые еще не изучили. И они еще не знают, откуда вот именно, как сама мысль, она зарождается. Но что есть сама мысль это есть нервный импульс. То бишь наша мысль это нервный импульс. Изучали специальными вербальными практиками, то есть это специальная аппаратура, которая, я думаю, вот ловит фокус внимания именно волны, которые идут. То есть она спектрально отсвечивает как-то и видны эти волны. И поэтому изучили и доказали, что мысль это нервный импульс. Но потом, я думаю, мысль это нервный импульс, то есть полосочка, раз. И потом она трансформируется в нейрончик, то есть в такую молекулу, то есть она как бы, ну это мое мнение, она перетекает вот в эту молекулу, трансформируется и из такой как бы полосочки потом в кружочек маленький, в молекулу. И вот эти нейронные связи, ну это простым языком, у нас так выстроены. Вот эти маленькие нейрончики, они там у нас бегают друг за другом, их там очень много. Там цифры я даже не буду называть, потому что там с большими нулями. У нас там очень в голове сложная сеть, многоуровневая. Если у кого-то есть желание, можете посмотреть в интернете, обрисовано, показано, что такое нейронная сеть у нас в мозгу. И вот эти... Татьяна. Здравствуйте, как относитесь к национализму? Не по теме вопрос. Татьяна, у нас Психология. мы не политологи, мы психологи, и поэтому мы на эту тему не думаем, наш мозг на эту тему не настроен в это время. Поэтому Вот. сообщение, наверное, не актуально на сегодня Вот, так. в теме. Дальше. Вот сбились мысли. И вот эти нейрончики, они бегают у нас по кругу. Бегают не по кругу, но там сложная система, и они вот друг за другом у нас там носятся. Вот так у нас формируется мышление. Удалила я сообщение. Как бы было. Зачем? Вот. Мысли, вот сбились мысли. И наше мышление формируется
убеждений. То есть у каждого человека есть все люди разные, у каждого свой способ мышления, и у каждого свои убеждения. Они формируются из социума, то есть информация, которая нам доносится извне. То есть мы делаем какие-то свои выводы, мы берем эту информацию, вот так у нас формируются шаблоны мышления, то бишь свои убеждения. Слава, что-то синим идет, оно все синим идет. Что? А? Это идет. Ладно, что-то спросили, наверное. Писали селектры. Добрый вечер. Добрый вечер. Селектро это, видимо, антидепрессант. Прописали пить. Добрый вечер. А что сказать? Вам прописали Состояние пить антидепрессант. какое? То бишь вы думаете, пить или не пить, стоит пить или не пить, да? Тайна моей жизни, ответьте, пожалуйста. Вы не можете принять решение, пить мне антидепрессант или не пить мне антидепрессант. Так, мне поставили диагноз borderline. Это что, по-немецки? Это натроллит надо. Не знаю. Borderline, мы такого диагноза, по крайней мере, я не знаю. Поэтому я вам по этому диагнозу ничего не могу ответить, если он существует, если этот диагноз. Я первый раз слышу как бы такой диагноз. Вот, а по поводу антидепрессантов, смотрите, вы будете пить, вы в любое время можете с них сойти, верно? Поэтому если назначили, то пейте, то бишь это не на всю жизнь. Как я говорю, если что-то как бы там не подойдет или подойдет, то бишь это вы сами принимаете решение, пить вам антидепрессанты или не пить. Это уже моменты частные, и по поводу пить или не пить, как бы советы мне тяжеловато давать, но зная, какие состояния, в каком состоянии люди бывают, то антидепрессанты и транквилизаторы, они являются как помощниками. Они будут вам облегчать состояние. Это я вспомнил, кто это. Про Сибазон он написал, помнишь? Это вот он нам про Сибазона говорил, верно? Это тот наверное, да. человек, который писал, что сидит на Сибазоне. Ему прописывают Сибазон, или он сам покупает Сибазон, я так понял, без рецептов где-то, и ему страшно без него жить. Я вспомнил вас, тайна моей жизни. Да, не забудьте ставить лайки. Да. Тогда наш лайки, поддерживается, тогда эфир будут видеть больше людей. Будет раскручен. Скажите мне, поставили диагноз. Скажите мне, пожалуйста, что сказать именно? По поводу антидепрессантов я вам ответил. И смотрите, препараты, они подбираются под человека. То есть это психотерапевт подбирает препараты, вы начинаете их пить, и в это время наблюдаете у психотерапевта, объясняете ему, что и как с вами происходит, и вот он уже регулирует дозы, либо принимает решение поменять вам препарат. Вот эти ситуации вы решаете с психотерапевтом по препаратам. По препаратам решайте с психотерапевтом. Они подбирают и они контролируют этот вопрос по позиции, подходит препарат, либо не подходит. Это частная работа с психотерапевтом, то есть с вашим ведущим специалистом именно
в плане подбора препаратов. Вот. Какие еще есть вопросы? 14 человек. Так, что еще? Так, возвращаемся к нашим тогда мыслям. Ага, все, пошли вопросы. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем всех на эфире, кто подключается, кто входит. Ставим лайк, не забываем. Да, ставьте лайки, не забывайте, поддерживайте канал также по возможности. И ставя лайки, вы больше открываете как бы возможности вхожести большего количества людей на наш эфир. Вот. Еще по мыслям. Сейчас я попробую еще рассказать. Смотрите еще как происходит, кто находится в депрессивном состоянии. Убирай стул. Так, Саша, у тебя вопрос? Добрый вечер. Грандоксин. Какой препарат грандоксин? Ну это безрецептный препарат грандоксин. Это слабенький такой препарат, да, он продается в аптеках, ну, по крайней мере, у нас. Он безобидный. Для снятия тревожности. Пейте, грандоксин, это типа витаминчиков. Бензодиазепины похожи на чем-то. Нет, да, он группы производных бензодиазепинов. Ну это легенький такой. Легенький препарат, да. Он такой подобие, как схожесть у него с адаптолом, там потом, вот адаптол он тоже тревожность снимает, потом вот Неумывакин придумал препарат, это тоже в аптеке безрецептный. Как-то его, забыл. Так, ладно, вернемся к мыслям. Смотрите, кто находится в депрессии, Человеку приходят негативные мысли. Вот мы их обозначим черненькими. Вот это негативные мысли. Как в мозгу увеличивается количество определенных мыслей? Негативные мысли у нас, как и позитивные, увеличиваются, если мы их начинаем думать. Когда мы их начинаем обдумывать, мы начинаем с ними сливаться. Вот, скажем, это позитивные, вот эти мысли негативные. Побольше негативными кружочками. Не надо цвет не меняй, просто больше сделай кружки. Негативные будут люди понимать. Это негативные мысли. Да. Человек, находящийся в депрессивном состоянии, к нему приходят негативные мысли. И чем человек больше их думает, их больше становится. Так устроен мозг. Чем мы больше думаем негативных мыслей, тем больше их к нам в голову приходит. И соответственно, чем меньше мы думаем негативные мысли, тем их меньше становится. Но, смотрите, есть одна ошибка, которую делают люди, не зная, как устроен мозг. Человек пытается, например, блокировать мысли. То есть он пытается блокировать, ставит блок. И он их как бы не пускает. Вот он их блокирует и все время ходит в напряжении. Блокировка мыслительная называется. Это ошибка. Потому что мозг трактует эти мысли как опасные, и происходит постоянно их блокировка. То есть ты постоянно находишься в напряжении. Про обдумывание я сказал, чем больше думаем, тем больше их становится. Значит, их задача убирать, отделяться от этих мыслей, как бы выкидывать с головы. Вот когда они появляются, ты как бы ее либо за мыслью противоположную говоришь, либо ее вот сбрасываешь. Вот она приходит, ты не обдумывая ее, раз и сбрасываешь, раз и сбрасываешь, раз и сбрасываешь ее. Вот это называется не думать мыслей. Не думать, не сливаться с мыслями. И значит, когда мы их выбрасываем, вот так, вьюх, вот мы их сбрасываем, эти мысли. Бэм. Вот мы их выбрасываем, и тогда
И тогда эти мысли, они начинают уменьшаться. То есть их становится меньше. Их становится меньше. Вот они постепенно вот этот интервал их прихода начинает увеличиваться между этими негативными мыслями. И когда мы их убираем, их становится меньше, меньше, и потом они вообще у нас уходят, когда мы не обдумываем мысли. Вот так работать нужно с негативными мыслями, И в это же самое время получать, фокусироваться на хороших действиях, где вы раньше получали радость, например, какие-то гуляли по супермаркетам, там еще где-то, где вы получали удовольствие, смотреть хорошие фильмы, то есть получать позитивные эмоции. Позитивные эмоции. То есть вот смотрите, мы наполнены, вот стаканчик наш, 2 стаканчика. Вот здесь мы заполнены полностью негативом. Негативом заполнены. Позитива у нас практически нету. Вот у нас он получается как бы на дне. И вот, делая эти действия, ходя по этим местам, работая с негативными мыслями, вызывая у себя и получая хорошие эмоции, мы начинаем позитивными эмоциями выдавливать негатив. Начинаем выдавливать негатив. Вот с этой чаши. И получается, негатив начинает постепенно уровень его уменьшаться. Соответственно, мы начинаем заполнять положительными эмоциями, наполнять вот эту чашу. Заполняя ее, мы вытесняем негатив. Вот так выходит, я вам образно описал, как человеку выходить из депрессии. Как выходить из депрессии. Как работать с мыслями, с негативными, как их убирать и как наполнять свои эмоции, то есть позитивом, выдавливая негатив в себе. Так, ну что, пошли вроде бы вопросы там. Нет, про селектру спрашивали, это антидепрессант обычный, обратного захвата серотонина. Парень спрашивает, или девушка про селектру. Триптал, триптал, наверное, уже посильнее вещь, чем селектра. Это препарат седативный. Я препараты не пил. Покупал их, ставил, но я препараты не пил. Поэтому я пару раз пробовал кутипин, такой нейролептик, по-моему, кутипин. 2 раза пил. Трилептал. Постоянно 690. Ясно, тишина. Смотрите, как бороться с пульсом. С пульсом. Пульс. Что такое пульс? Пульс – это тревога. Это наше эмоциональное перевозбуждение. Вот это есть пульс. Значит, как бороться с пульсом – это понижать тревожность. Вот как борются с пульсом, точно так и работать с сердцебиением. Вот этот сильные удары сердца, сильные... вот Наталья мне подсказывает, моя знакомая, грандоксин по рецепту. У нас по рецепту. Я думал, что без рецепта. Понял, грандоксин рецептный. Смотрите, когда у нас есть страх, это работает, кортизол делит... Он меряет постоянно пульс. У меня постоянно пульс. Я его меряю. Пульс тоже измеряет пульс. Да, но вы не меряете. Вот это измерение давления, измерение пульса, у вас что получается? У вас сам процесс его замера, он уже вызывает тревогу. То есть вот этот аппаратик,
он работает как триггер у вас. И вот как только вы его уже берете, у вас воспоминание, какой у вас был пульс, и все. И у вас тут же вот нарастает волнение, нарастает тревожность. А нарастает волнение, это и есть ваш пульс, понимаете? И, конечно, когда вы одеваете, раз у вас там пульс высокий, все, у вас уже происходит паника. Точно так происходит, кто меряет давление. Я мерил все время давление. Вот точно так, когда ты берешь этот аппарат, у меня есть ролик, где я рассказываю на аппарате, когда берешь аппарат, у тебя уже предвкушение, у тебя уже мысли, воспоминания того момента, какие у тебя цифры были на этом аппарате в прошлый раз. То есть это негативный опыт прошлого. Здесь у нас зафиксирован. И когда мы берем вот этот уже аппарат, то у нас через воспоминания приходят мысли и уже начинает нарастать тревога. Понимаете, как оно работает? И когда ты нажимаешь, она у тебя дальше увеличивается, и чем ближе эти цифры к результату, тем у тебя сильнее вот эта тревога, сильнее сердцебиение. И, конечно, что вам аппарат этот покажет? Что у вас высокое давление, потому что эмоциональное перенапряжение это получается как физическая нагрузка. Как физическая нагрузка. Вспомните школу, когда мы кроссы бегали, 100-метровки на скорость, либо 3-километровки. Какой был результат, когда мы прибегали на финиш? Все дышали тяжело, у всех билось сердце. Вот примерно то же самое происходит, когда мы эмоционально себе производим вот эти все эффекты. Мы получаемся такие как бы виртуальные спортсмены. Поэтому самый простой способ это вот эти все аппараты, которыми мы пользуемся. Вы вот меряете пульс, кто-то меряет давление постоянно, просто отложить его в тумбочку. Я вам объяснил, что происходит, и как бы отложите в тумбочку и учитесь не пугаться этого. Это нормально. Так, хороший здесь вопрос есть. Почему постоянно меняются симптомы? Не забываем ставить лайки. Вот, отличный вопрос. Расскажи, почему постоянно меняются симптомы? Видишь, он спрашивает. Постоянно меняются симптомы, потому что мозг наш, он очень хитрый такой, понимаете? И он все время нас пытается спровоцировать. Потому что если посмотреть список симптоматики, которая проявляется при тревоге, то там будет целая эпопея, понимаете? Там такой список, он очень, очень большой. И поэтому нужно понять одну вещь. Вот я как-то к этому постепенно пришел и осознал, что бы с тобой ни происходило, учись не пугаться этого. То есть своим вторичным страхом. Учиться не пугаться. Вот 4 года мучает кардиофобия. Не обращай внимания, постоянно он пил и кодировался. Поэтому смотрите, как интересно происходит. Вот у тебя происходит один симптом, второй, первый раз ты страхом, потом ты потихонечку как будто вроде бы к нему адаптируешься, к этому симптому, уже не так его пугаешься. И здесь, вот как только появляется новый симптом, у тебя сразу возникает страх, паника сильнейшая. Вот как оно работает. Поэтому здесь нужно осознать одну вещь. Учиться не пугать себя вторичным страхом. Но у меня, когда был кардионевроз, он настолько ярко работал и быстро, и я думал, что как мне с этим кардионеврозом справиться. И вот у меня есть ролик, до чего я дошел, и что я начал применять, когда у меня работала вот эта симптоматика именно по кардионеврозу. Я себе проговаривал и представлял.
То бишь мы проговариваем, то, что мы проговариваем, со временем становится убеждением. И второе, визуализация, она усиливает спецэффект. Как бы мозг воспринимает за реальность. И третий момент, ты отвлекаешься, ты сбиваешь как бы вот это катастрофическое мышление, и сразу вот эту убираешь фокусировку мозга на этом симптоме. У меня так четко и быстро оно происходило, вот чуть-чуть где-то поджало, здесь же получается ситуация, поджала эта ситуация, тут же мысль, она настолько была мгновенна, и тут же ты все, сразу фокусировка твоего мозга сходит на это проявление, и тебя страх захватывает. И поэтому я начал эту цепочку рвать вот именно этим методом. У меня вот только было проявление, и я сразу себе говорил, я здоровый и сильный, как медведь, и представлялся этого медведя. То бишь, я прерывал вот этот цикл круговой, который происходит при тревожном расстройстве. Ситуация, мысль, эмоция, проявление в теле, ну там еще избегание идет. Вот этот замкнутый круг. Я рвал вот таким способом. Я сразу себе проговаривал, то бишь в этот момент отвлекал мозг от фокусировки на этом проявлении. Я прерывал вот эту связь. И вот так я делал некоторое время, пока у меня яркость этого симптома не начала уже гаснуть. И уже когда оно не очень сильно у меня проявлялось, я потом просто его игнорировал. Иногда применял вот эту свою методику, вот этот прием. Когда уже оно не сильно у меня это проявление было не очень такое яркое. Но когда вначале оно было очень яркое, я это делал постоянно. Вот как только сразу начиналось, я сразу делал этот прием. Только начиналось, я делал этот прием. Вот так я работал с кардионеврозом. Это мой опыт, это я вам рассказываю то, что как делал я, когда работал вот именно с неврозом. С желудком, как бы вот эти спазмы желудочные, головные боли, с желудком я потом как-то начал делать вот прессом, работать с прессом. То бишь я напрягал как бы мышцы, вот гоняешь как волну, так раз, вот когда желудок схватывало желудок, вот эти спазмы болевые, и я начинал как бы массажировать прессом свой желудок. При головных болях я представлял себе образом, то есть аквариум либо озеро выводил. И вот еще я пробовал такие вещи, я с ним разговаривал, я его успокаивал, говорил, я спокойный, как вода, и ты спокойный, как вода. То есть вот эти разные способы я применял, и они у меня путем тренировки все работали. Они у меня все работали. Изначально у меня были очень такие сильные, вот голова как будто разорвется, мозг тревожится, я просто вытерпливал. Потом оно по чуть-чуть начало отпускаться, и уже когда не очень такое сильные были головные боли, я стал применять именно визуализацию, то есть боль видеть не как боль, а боль видеть предметом, как бы вот, как будто у меня аквариум в голове. Еще также я подставлял голову под воду, вольготную воду теплую, и представлял, что вот эта моя боль, она как бы вот этими ручьями стекает в ванную. И вот я настолько в это уверовал, то бишь это получается, я обманывал мозг. То есть мозг вот эту ситуацию принимал за реально, что действительно моя боль это струи воды, она уходит у меня с головы, и он успокаивался. Вот такие вещи интересные происходили со мной. Вот чего я добивался путем тренировок. Но это упорные тренировки, это постоянные тренировки.
антидепрессантов, тут их подбирает психиатр, сиоз или сиозин. Тут индивидуально надо подбирать. Да, вот про то, что я и говорил. Все препараты, они подбираются под каждого человека, потому что мы люди, физиологически мы одинаковые, имеем руки, ноги, голову и так далее, но внутренне мы разнимся, ментально мы не одинаковые, и поэтому одному человеку препарат подходит, второму человеку этот препарат наоборот ухудшает состояние, либо вообще не подходит. Поэтому все эти препараты, что связано уже именно с лекарствами, это подбирает чисто психотерапевт. Все вопросы это к нему. Все вопросы это к нему. Так, поддерживайте канал, ставьте лайки, чтобы шире раскрывались ворота, больше заходило людей. Вот. Так, в тревоге человек ищет объяснение своим симптомам. Да, совершенно верно. Когда человек находится в этом расстройстве, что, смотрите, происходит? Мозг наш так устроен, он всегда боится неизвестности, непонимания, что происходит. Вот когда были древние люди, и раскаты грома на небе были, и молнии эти сверкали, то они прятались в пещерах. Почему? Потому что вот эти раскаты грома, они их пугали, они не понимали, что такое, их это пугало. Но как только наука объяснила, что это сходятся два фронта теплого воздуха и холодного воздуха, и поэтому, когда они встречаются, получается такой разряд. Как только мы получили объяснение, и что это не опасно, что эта молния нам ничего не сделает, мы, люди, перестали этого бояться. Вот точно такая ситуация происходит вот при этом тревожном расстройстве. Не понимая, что с тобой происходит, ты, первое, начинаешь неправильно трактовать эти ситуации. Второй момент, там еще идет как бы воздействие тревоги на наше мышление, понимаете? Тревога, она, ну это я, как вам сказать, образно называю, ломает мышление, но там ничего не ломается. Она именно вот воздействует на образ мышления. Вот это один из моментов я анализировал, когда у меня была тревога выше, скажем, высшего уровня, то у тебя сразу, вот про что бы ты ни подумала, но все у тебя плохо закончится. Вот такая трактовка идет. Про что бы ты ни думал, у тебя все плохо закончится. Но когда потом ты видишь тревогу, осаживаешь, что у тебя как бы включается такое рациональное мышление. Понимаете, там вот оно и так работает, и так работает. Так, что еще в тревоге человек ищет объяснить симптомы порчи, сглаза. Да. Я в свое время тоже поездил по бабкам, по церквям, по деткам. Я вот где-то рассказывал в роликах, что тоже носился. Там мне и мать говорила из глаз там, и оно уже начинаешь привязывать свое расстройство, искать причину во внешней среде, понимаете? И вот человек начинает привязывать. Это, наверное, мне сглазили, там, наверное, порчу навели, там, наверное... А еще, когда ты в этом состоянии находишься, ты не понимаешь, что с тобой, ты ищешь все время какой-то помощи. И вот, чтобы тебе не скажут, вот поможет то, все, ты летишь туда, делаешь там иглоукалывание, там еще чего-нибудь, к бабке едешь, бабка шепчет воду, пьешь. И вот такой замкнутый круг, потому что человек не понимает, что с ним, и главное, он не знает, что с этим делать, и поэтому мы летаем, ищем помощи извне, бабок, шептух, водички, вроде побыл чуть-чуть, водички нашептали, выпил, ой, наверное, легче, вот, наверное, поможет, на таких эмоциях немного тебе легче становится, но только проходит час, приезжаешь домой, все снова крик начинает, и все по старой схеме начинает лупить.
Поэтому кто на канале, ну сейчас информации очень много в YouTube информации, как я рассказывал, когда я попадал, то у меня даже не было еще YouTube, у нас компьютер такой был, дочкой, такой примитивный, еще квадратный, дочка на нем в игры какие-то играла, маленькие такие примитивные игры, поэтому информации черпать неоткуда было. Сейчас, благо, куча информации в Ютубе про эти все психические расстройства, и поэтому человек уже даже бегая по Ютубу, он уже собирает некую информацию и понимание, что с ним происходит. В свое время я только имел информацию, что мне дядя сказал, что вот он тоже ехал на машине, и ему вот так становилось плохо, как бы он останавливался и вот сидел. Вот это вся информация, которую я имел за долгие годы своего расстройства. Конечно, если бы я знал, вот как вы сейчас, заходя в YouTube и имея информацию, то, конечно, информация, она убирает страх. Ты начинаешь понимать, что это не смертельно, по чуть-чуть, но тебе начинает это доходить, ты начинаешь понимать, и, соответственно, ответы на те вопросы, которые стоят у нас в голове, ты начинаешь потихоньку получать. И когда ты их начинаешь получать, то ты начинаешь понимать, что ты там не умрешь, ты не не сойдешь с ума. Вот ты получаешь ответы и знание, понимание, что с тобой происходит. Еще ты смотришь, вот человек рассказывает, ты в нем видишь свои симптомы, и ты начинаешь думать, ну, значит, у меня некая там смертельная болезнь, такая единственная на весь свет. Как вы думаете, ну, кто-то из вас думал, что вот это у меня, только у одного такое, больше такого ни у кого нету. Вот. Благодаря чему? Благодаря той информации, которая сейчас хватает в интернете и в соцсетях. Поэтому уже как бы там не было, мы получаем ответы на свои вопросы в той или иной форме. И, соответственно, у нас начинает понижаться страх. Вот. А дальше нужно начинать работать вот со всем тем, со своим мозгом, какими способами, всеми теми, что я вам рассказываю на своем канале, из своего опыта, что я проходил, как делал, как осознавал, понимал, откуда брал информацию, тоже где-то с интернета, но много информации мне дал мой специалист, мой учитель, как я еще раз говорю, дай Бог ей здоровья. Вот, много дала информации, понимания она мне, и я начал понимать, что со мной происходит, исходя из объяснений того, как мы устроены, какие процессы у нас происходят, что чем называется и как оно обзывается. И вот когда ты начинаешь понимать, как ты устроен и как эти все схемы работают, то ты вот это все, что с тобой произошло, начинаешь исправлять. Ты начинаешь вставать, учиться вставать и по-новому ходить, то есть подниматься с самого дна, оттуда, куда ты упал. Вот ты упал на самое дно и начинаешь потихоньку с этого дна вылазить, с этого дна подниматься. Путь у меня был непростой, нелегкий, потому что было все, что возможно, 99%, все, что встречается вот в этом расстройстве, все спецэффекты, которые присутствуют при этом расстройстве, ну практически все там, ну как я говорю, 99-98%. И поэтому, когда ты попадаешь на самое дно, долгие годы находясь в этом расстройстве, то ты имеешь такую способность притянуть и накрутить на себя весь клубочек вот этих
вот этих разных вещей, которые с тобой происходят, закрутиться в это все по самое не хочу, как говорят. И потом пришлось все это постепенно обратно раскручивать. То есть вот эту закрутку в своем мозгу, там уже все шаблоны эти виды изменены, ты уже не понимаешь, у тебя абсолютно идет, как говорится, неправильной трактовки всех ситуаций, ты уже сам себя запугиваешь, вот, доходит до того, там, тебя уже пугают звуки, ты уже вот, у тебя страхи постоянные, ты постоянно в страхе, у тебя, как я уже говорил, дошло до того, что твой дом для тебя стал тюрьмой, уже моя квартира, это были одни триггеры, не говоря уже о улице, то есть тебе там было плохо, и вот это воспоминание вот этого процесса, когда тебя накрывало, оно все, мозг все фиксирует, и у него формируется, что все опасно. Вот смотришь на свою кровать, где ты спишь, и тут же мысли, как я засну, все, начинается страх. Вот даже только свет включали, мы в квартире, вечером свет включали, и уже свет, только включался свет, и сразу приходила мысль, что уже скоро нужно спать, а как я засну. Потом смотришь в спальню, стоит кровать, а как я засну, и все, и ты начинаешь себя накручивать вот этим страхом, начинаешь загонять себя страхом. Вот это, конечно, ад полный, я понимаю всех, кто, вот вы, подписчики, кто смотрит и кто находится в этом состоянии. Путь нелегкий, но единственное, что радует, что выйти с этого можно, им нужно это сделать. Понимаете? Что с этого состояния выходят. Только нужен хороший специалист. И второй момент, самому нужно все время трудиться. Трудиться, не покладая рук. Это кропотливая работа, и только так ты выбираешься с этого состояния. Там средины пути нету. Там нету ни одной четвертой, там нету полумерков. Там либо ты выходишь, либо ты там остаешься. Там средины пути нету. Вот что вам нужно понять. И программировать себя на работу, на временной промежуток настолько, сколько нужно. Я себе говорил, когда вот это все понимал, я буду тренироваться столько, сколько нужно. Я не ставил себе ограничения, потому что я не знал, когда я выйду, через сколько я выйду. Я вначале просто шел, я просто тренировался, тебе кажется, ничего не меняется, потому что изменения идут постепенно, они идут очень медленно, изменения, их нужно учиться замечать, что у тебя тревожность чуть-чуть понизилась, тебе уже не так тебя кроет. И вот такие вещи нужно учиться, это называется избирательное мышление, фокусироваться вот на этих моментах, замечать они, потому что очень незначительные, и их тяжело заметить, потому что еще когда находишься в тревоге, в смешанном тревожно-депрессивном расстройстве, то мозг имеет такую удивительную способность, он как бы игнорирует моменты положительные, фокусируется все время на плохом. Он все время нас обманывает. И поэтому человек в реальности, он не замечает вот эти изменения. Почему люди не могут выйти? Потому что там кажется, что ничего не меняется. Если не учиться вот этому избирательному мышлению, фокусироваться, учиться фокусировать мозг на тех моментах, где у тебя получается, то твоя картина, которую будет выдавать мозг, что ничего не меняется. Что ты вроде бы стараешься, что-то делаешь, стараешься, делаешь, но ничего не меняется. Вот так вас будет обманывать мозг. Он все время будет выдавать вам вот эту катастрофическую негативную картину. Поэтому там много чего нужно знать.
осознавать, понимать. И еще один момент, это учиться, главное, анализировать свою работу. Постоянно ситуация прошла, анализируешь, как ты сделал, что сделал, постоянно запоминаешь, постоянно путем анализа. Идешь постоянно через анализ. Вот это есть такой параллельный момент формирования интеллекта. То есть, что такое интеллект? Интеллект – это способность анализировать, видеть причинно-следственное, как оно, вот эта цепочка, как она происходит, анализировать и запоминать. Поэтому во время выхода с тревожного состояния, либо с тревожно-депрессивного, либо с ОКР, ты, получается, приобретаешь способность такого, как бы скажем, умного человека, ты формируешь у себя интеллект. Вот что еще происходит параллельно. То бишь, невроз, да, конечно, это кошмар и плохо, но ты приобретаешь другую способность, понимаете? Вот, так, у кого еще есть вопросы какие? Человек ищет объяснение своим симптомам, порча глаза, да, этого не бывает. Еще я вам скажу, смотрите, при этом расстройстве постоянно будут сомнения. Это постоянно будут сомнения. Как только появляются сомнения, сразу же запускается тревожность. Поэтому здесь нужно абсолютно, путем тренировок, нужно абсолютно поверить в себя, убирать эти сомнения. Если вы хоть на йоту будете сомневаться, хоть вот на чуть-чуть, шансов как бы выйти нет, потому что тревожность сразу будет запускаться. Вот только засомневался, сразу тревога. Засомневался, вот, а вдруг вот все-таки сердце там, все, у тебя сразу тревога. Еще в чем-то, а вдруг я не смогу, надо таблетки, ой, все, сразу снова тревога. Вот малейшее сомнение по любому поводу будет запускать сразу тревогу. Это так работает. Поэтому сомнения нужно сразу убирать, нужно сразу их оспаривать. Я сразу потом убирал. То есть я переубеждал себя, чтобы выйти с этого состояния, нужно стать абсолютно уверенным человеком. Абсолютно уверенным человеком. Тогда только ты выходишь, убираешь вот эту тревожность, когда формируешь в себе абсолютную уверенность. Но это все достигается тренировками мозга, тела не в смысле поднимать гантели там, либо штанги, а в смысле тренируешь свои эмоции, овладеваешь своими эмоциями, выдерживаешь ситуации, то есть поведение тренируешь, эмоции осознанными пользоваться. И самое главное, это управление своим мозгом. Почему люди не могут выйти, они попадают в ремиссию на какое-то время, но потом они снова сваливаются вот в это расстройство. Особенно кто был продолжительное время, там, скажем, год-два, в мозгу уже получается вот этот опыт этого расстройства, мозг наш все пишет. И когда человек раз вышел в ремиссию, там проходит какое-то время, мы попадаем в затяжной стресс, более-менее затяжной. Мне хватило второй раз свалиться суток. Суток я ехал на машине днем и ночью, мы ехали отдыхать, и я находился в таком напряжении, то есть в стрессе. То есть сутки стресса, ну я не сказал бы, что сильный стресс, но это все равно стресс. Сутки стресса мне хватило, чтобы меня начало снова вкручивать в то состояние, которое у меня было до того, как я с него выскочил. Сколько я пробыл, как говорят, в ремиссии, это было 3 месяца. Вот 3 месяца я чувствовал, я уже и забыл, чувствовал себя нормально все. Но потом, получив стресс такой вот, продолжительный, немножко, скажем, затяжной, меня сразу мгновенно начало раскручивать, все возвращаться поэтапно. Вот пошло как набор. Поэтому не
овладея своим мозгом полностью, управлением мыслями, эмоциями, вероятность завала снова в это состояние, она очень велика. Очень велика. Так, как и Александр, 2 недели было все хорошо. Была тревога. Сегодня опять хорошо. Это нормально? Да, Наталья, это нормально. Это называется откаты. Это называется откаты. Что такое откат? Откат, он, смотрите, на что он похож. Вот у тебя вот это состояние, в котором ты находишься, потом ты как бы выходишь, про него, оно либо меньше уже вот эти все проявления становятся, либо ты уже моментами забываешь про это, ты как бы щелк, вот раз, а потом бац, в какой-то момент сбрасывает снова. Вот это откат называется. Вот сейчас я вам еще образно покажу на доске, чтобы вы понимали, что такое. Я, кстати, наверное, показывал на предыдущем нашем. А где-то началочку. Ставим лайки, не забываем Да, поставить ставьте пальчик. лайки, поддерживайте канал. Для поддержки канала я вам сейчас закину ссылочку. Кто готов Люба. поддержать канал? Слава, засохло это самое. Фломастер? Простой фломастер. А Засох простой фломастер, но он, наверное, отмоется. А он потом отмоется, Да, ничего отмоется страшного. Смотрите, что происходит. Надо- Так, Наталья, по-моему. Наталья, смотрите. А спиртом потом смоется, Саша. Только спирт. Вот старая дорожка, по которой мы ходили. Вот она, нас все время крутила по кругу. Там вот это наше мышление, проявление в теле, все вот это психоэмоциональное проявление, навязчивые мысли, гоняние своего состояния, вот это по кругу. Вот это все присутствовало, вот это наше мышление. Тревожное, либо тревожно-депрессивное мышление. Еще оно в психологии называется выученная беспомощность, потому что мы все время на страхе, на тревоге. И вот мы формируем новую дорожку. То есть мы формируем путем через переключение и другие приемы более спокойное мышление. Начинаем формировать вот эту новую дорожку. Но помните, как я говорил, путь нелинейный. Путь нелинейный. Путь вот такой, зигзагообразный. Тебя то скидывает, ты встаешь, скидывает, встаешь. То есть, вот смотрите, вы как бы выходите с этого мышления, вот вы вышли, идете, формируется новую, через переключение новая дорожка, потом раз, вы снова, вас скинуло, вы вернулись на старую дорожку. Все, вы снова пытаетесь вернуться вот на эту новую дорожку, на которую вы формируете. Потом раз вас снова сбросило. Потом вы снова пытаетесь вернуться, возвращаетесь, идете, вас снова сбросило. Но смотрите, в чем момент. Когда она сбрасывает, то у тебя сразу такое мышление, ощущение, что оно все вернулось. Потому что реально начинает все то же самое происходить с тобой. Но первое, в чем понимать, вот когда я на спирали показывал в своих роликах, что оно первое начинает сначала все ослабевать, оно уже тревога, у тебя тревога не такая высокая, ты уже панические атаки отработал, и как бы тревога потом не такие яркие психосоматические вот эти уже проявления получаются, понимаете, как оно работает. А потом ты уже начинаешь выскакивать, это моменты, когда ты уже вообще забываешь про свое состояние и вот про свое это состояние, которое у тебя есть. Ты вот как бы выщелкиваешься, раз вот выщелкнулся, как будто с тобой ничего не было. Ты там чем-то занимаешься, потом бац, либо мысль на крючок тебя ловит, что сейчас все вернется, и тебя сразу ты боишься этого состояния, у тебя сразу тревога возникает. Либо второй момент, у меня есть ролик, ты сам думать начинаешь про это, вот это мышление включается, ты даже не замечаешь, и все, и ты пошел, у тебя тревожное мышление включается, и ты пошел раскручиваться. И третье, это через стресс мы попадаем, стресс, то есть через ситуацию. Какая-то неприятная для нас ситуация, и нас сразу же будет скидывать на старую дорожку, неприятная ситуация.
Вот это рассказываю, как видел я. Это я со своего опыта рассказываю. Неприятная ситуация, то есть стрессовая. Стрессовая ситуация, она как бы сразу сбрасывает на старую дорожку. Но смотрите, потом вот эти промежутки сбрасывания, вот как я рисовал, они начнут вот уже хорошего больше становиться. Ты уже большее количество времени не думаешь про это состояние, потом бац, снова свалился. И ты уже со старой этой дорожки, со старого мышления, ты уже за счет тренировок, ты начинаешь более ловчее выходить с этого, более быстрее, возвращаться на свою новую дорожку. И вот так она увеличивается, вот эти промежутки, они начинают увеличиваться. Если сразу они вот как зигзагообразно идут, потом вот чуть-чуть увеличиваются, потом еще, и вот это постепенно уже хорошего состояния больше становится, чем когда ты сваливаешься плохого. Наталья, поняли, что я вам объяснил, как оно происходит? Это зигзагообразная, но разрывы между этим, они начинают увеличиваться. Увеличиваться начинают. Вот так это работает. И поэтому, почему люди думают, что они с этого никогда не выйдут, потому что они, первое, это не знают как, второе, они постоянно будут попадать в ловушку этого мышления. А ловушка этого мышления, она сразу тебе рисует вот все то, что с тобой было. И там тебе реально кажется, что ты крутишься в таком замкнутом кругу, и ничего у тебя не меняется. И ничего у тебя не меняется, но это идет как такое когниция, как искажение идет. И тебе кажется, что ничего не меняется, потому что мозг тебе так рисует. Но чтобы учиться, как сказать, учиться обхитрить свой мозг, то есть учиться анализировать и замечать, не верить мозгу и замечать эти моменты, что по чуть-чуть у тебя действительно получается, но это все работается путем анализа. Путем анализа ты анализируешь, видишь, и вот это постепенно тебе тоже, как один из моментов, формирует веру, что ты выйдешь с этого состояния. Вот самое важное, почему люди не могут выйти. Потому что их постоянно сбрасывает, и когда тебя сбрасывает, то там тебе реально кажется, что ничего не меняется. И поэтому идет такое ощущение, что ты в замкнутом кругу. В замкнутом кругу, и люди, когда начинают это осознавать, вот здесь уже идет такой момент попадания в депрессию, попадание идет в депрессию. Но там очень такие тонкости, и поэтому вот я излагаю, насколько я видел, и как мне объяснял мой учитель. Надеюсь, моя информация вам помогает. Я думаю, что помогает моя информация, как я объясняю и рассказываю, как это работает. То есть у вас уже есть представление, как то, что с вами происходит, это одно, а на схемах, на объяснениях вы начинаете понимать, как это работает. Поэтому там нужно постоянно как бы параллельно ты развиваешь такую, как вам сказать, ты развиваешь выносливость, вот такую терпимость и стремление двигаться постоянно вперед. Ты идешь, кажется, это тяжело, да, это тяжело, что ты. И когда работаешь с мыслями, там совсем сразу работаешь, но ты идешь свой путь. Ты идешь свой путь. Ставим лайки, не забываем, задавайте вопросы. Вы очень хорошо объясняете. А тут на английском языке написано Валерий Балко. А это он спрашивает, будет ли в записи эфир? Будет. Будет, да. Так. Что тут такое? Где гадалки? Мне муж даст сегодня, ну, вы что он, пишете? кроме души. Так, скучно тут вот. Да, вот все равно заходит. Вроде бы через подписки поставили захождение на наш эфир, но все равно шутники заходят.
Ты неделю было все хорошо, вчера опять была тревога, сегодня опять хорошо, это нормально. Так, Наталья, смотрите, вы проанализируйте, просто, например, возьмите месяц и проанализируйте и увидите, насколько у вас разрывы постепенно начинают увеличиваться. И вы получите ответ. Вот этот ответ вам и будет как один из моментов формировать уверенность. Вы увидите, что вот эти разрывы между сбрасыванием, они у вас постепенно увеличиваются, даже по сравнению с тем, что было месяц назад. Вы вот этот момент постарайтесь увидеть и осознаете, как идет как это работает, как идет прогресс выхода с этого состояния. Как я еще объясняю, единственное, что запутывает человека, потому что выход нелинейный, потому что все думают, что это процесс, он постепенный, но он линейный, то бишь становится лучше потихоньку, но стабильно. Вот так думает человек. Но там так не происходит. Там вот эта хитрость, вот эта зигзагообразная форма выхода, вот она человека и загоняет в заблуждение, понимаете? Она человека и ставит в тупик. И вот такой идет когнитивный обман нас, нашим мозгом, и он тебе рисует, что это никогда не закончится, и ты реально думаешь, ты так видишь это, что как бы ничего не меняется. Но на самом деле эти изменения идут, но они спрятаны мозгом, мозг их прячет под своей этой программой, которую он выдает. И поэтому мы попадаем в такую иллюзию обмана. Нам реально кажется, что ничего не меняется, но это нам так мозг делает. И поэтому почему я говорю, что мозг, он хитрый, он очень хитрый, как 100 индейцев. А нам нужно стать хитрее его. Нам нужно стать хитрее его путем вот этого умения увидеть те мелкие моменты, те мелкие изменения, которые у нас происходят во время тренировок и прохождения вот этого нашего пути. Вот эту приобрести способность, еще называется в психологии способность выборочного такого мышления, выборочно обращать внимание именно на хорошие ситуации. Вот эту нужно выработать нам способность. И вот тогда мы начинаем замечать эти моменты. Вот. Так, еще какие-то вопросики есть? Так, ставьте лайки, поддерживайте. Если по возможности, у кого есть желание, поддерживайте нас донатиум, потому что тоже нуждаемся в средствах. К сожалению, все так устроено, везде нужны финансы, и поэтому будем вам благодарны, если кто-то будет нас поддерживать со стороны финансовой. Будем очень благодарны. Так, задавайте еще, есть ли какие-то вопросы. В прошлый раз активность было так повеселее, вы были активны, потом сыпались все время вопросами. Что все происходит как во сне. Боюсь, что потеряю контроль, но доезжаю куда надо, делаю все правильно. Что это? Вот это похоже на дерелизацию. Начинается такое неадекватное восприятие, внешней среды. Но в этом моменте, если есть возможность, то лучше где-нибудь приостановитесь, чтобы перетерпеть вот это производные, эти все симптоматику, эту всю
дереализацию, все эти непонятные, то, что с нами происходит, вот этот тоже там и зрительный обман у тебя плывет, переворачивается. Вот я как бы помогал парню, он мне рассказывал. Поэтому здесь задача не пугаться этого и не убегать. Например, зачастую хочется выскочить с машины и побежать. Вот тебя кроет, кажется, что-то сейчас с тобой будет. Вот может такое быть, это типа панической атаки. Когда происходит вот эта дереализация, то происходит неадекватное восприятие внешней среды, потому что у тебя идут такие, ну скажем так, как уже галлюцинации, у тебя там что-то переворачивается, мутнеет, там плывет дорога, там ноги в асфальт топятся, там вот такие проявления, ощущения идут, и человек начинает этого пугаться. Поэтому, Вадим, главная задача во всем этом расстройстве это не пугаться этого. То есть первичный страх появляется, но ты не подкрепляешь своим вторичным страхом. Учишься не реагировать эту ситуацию. И тогда постепенно мозг видит, что вы не пугаетесь, а он как бы ситуации воспринимает тоже через наши эмоции, наше поведение, нашу реакцию. И он постепенно тоже перестает пугаться вот этих всяких ситуаций и симптомов. Вот он такой интересный мозг, этот парень. Он как нам их подкидывает, так он и через нас тоже как бы вот это разложить, интересная вещь. Когда мы не пугаемся, то есть вот мозг есть мозг, а мы есть мы. И вот он тебя пугает, сам пугается, а когда мы не пугаемся, тогда он тоже перестает пугаться. Понимаете, как это работает? И он постепенно тоже перестает реагировать в эту ситуацию. Хотя сам же нам и подкидывает, как в психосоматике, разные симптомы. Вот почему я говорю, что в психологии нет одного ответа, там зачастую они двоякие ответы. И вот есть такие моменты, как противоречие одно другому. Вроде бы симптомы происходят, как бы, но это же мозг все у нас запускает, всем управляет мозг, и в то же самое время ты его тренируешь, не реагируя эти ситуации. Вот так происходит. Интересные такие вещи происходят. Порой, как говорится, здравым умом не понять, почему оно так происходит. Вот. Поэтому первое, не учимся не пугаться, и второе, не избегаем эти ситуации. Вот это два момента из важных компонентов, потому что поведение формирует убеждение. Если мы избежали ситуацию, то в мозгу она укрепляется как опасная. И дальше, когда она происходит, та же самая ситуация, мозг снова реагирует на нее страхом, он нам сигнализирует опасность, спасайся. И человек вот эту цикличность он повторяет, поэтому нужно рвать эту цепочку. Первое, что делать, это момент переставать избегать ситуации, а как бы выдерживаешь, есть и есть, терпишь ее. Если возникают мысли, вот как бы идет самозапугивание, нужно учиться их останавливать, вот эти мысли. Умение и работаю над собой постоянно. Ипохондрия мучает, любой дискомфорт в теле выбивает. Это получается отголоски невроза. Отголоски невроза, ну понимаете, невроз привязывают больше как бы вот кардионевралгия. Но это все можно назвать вот этими общими словами, там оно все вместе, слова-синонимы, невроз, тревога. Это все производное тревоги, то бишь
делает страх. Страх, он запускает тревогу, а тревога работает по нашим мышцам. Там же возникает такой момент, получается, скорее всего, такая высокочувствительность нашей уже нервной системы. Высокочувствительность, потому что, как говорят, уже нервная система как становится как оголенные провода, и поэтому вот у меня, как было, у тебя идут такие импульсы, там, как будто уколы мне в голову било, вот тебе как будто брали и вот шило, острый предмет, и резко в голову тебе так вот ее туда как будто бах. А это были мысли. Мне вот эти, а мысль это нервный импульс, как бы импульс. И вот эти мысли били мне в голову. Я никогда не мог подумать, что мысль имеет силу, понимаете? И я реально видел, что это мысль. Потому что я одно время попал в такой момент, я боялся определенных мыслей, я их избегал. Вот мысль появлялась, там она негативная, либо тревожная, уже не помню, и я от нее, мозг как бы убегает от нее. И потом я понял, что мне эти мысли надо принять, перетерпеть, чтобы мозг понял, что они мне не опасны. И вот как только я эту мысль принимал, идет вот такой удар, как вот с разгону тебе шилом в голову, бах, вот такой, даже как обрисовать, как импульс такой, сильный импульс, и мозг сразу в тревожность, и болевое вот это ощущение шло. Поэтому мысли имеют силу. Вот, так, отклонился немного от вопроса. И вот смотрите, да, по ипохондрии более-менее любой постоянный ипохондрия мучает, любой дискомфорт в теле выбивает. Это получается отголоски невроза. Это все смешано, это убираешь одно проявление, второе, оно просто, понимаете, как оно интересно ходит, оно, каждый симптом, он прячется за неким симптомом. И то, что более у нас яркое, мы на том мозг, на том сосредоточены, мы на том сосредоточены. Как только мы яркость чего-то убираем, то тут же появляется следующий, более важный симптом, потому что тот мы погасили, он нам уже не особо важный стал, тут же второй выплывает. Вот оно вот так работает. Вот, потому что, смотрите, когда мы, вот как работают панические атаки, мы на страхе, мы на сильном страхе, и когда человек долго находится на том страхе, тебя гонит вверх, этот тревога, страх. Но как только мы понижаем, то все, выплывает депрессия, из-за шторы выходит сразу. На первое место выходит депрессия, когда мы понижаем страх, тревогу. Поэтому вот эти все симптомы, они ходят там вместе, просто они как бы прячутся друг за друга. И когда мы один понижаем, второй выплывает, понимаете? Потом, может, мы этот понизим, снова тот проявится симптом. И оно вот как-то так работает. Понимаете? То одно, то другое. Что важнее, на то мозг мы фокусируемся, и то проявляется у нас. Вот оно как работает. Тук-тук, помнишь, наш с нами был раньше, Даже в прошлом году. Сильнее симптоматика пошли более-менее, и работая на способствование ипохондрии, мучает любой дискомфорт в теле. Это получается отголоски невроза. Это ты ответил. Все страхи уже пережила, с ними я знакома, но мне так плохо, я не знаю, для чего жить, реальности не чувствую. Вот смотрите, страхи вы пережили, и вот то, что сейчас вы описываете, вот я про это рассказал. Вы сейчас попали в фазу депрессии. Вот это депрессия. Депрессия. У тебя получается пустота, у тебя постоянная подавленность, и у человека теряется смысл жизни. У тебя как бы нету, вот у меня даже не было завтрашнего дня, в моем мозгу не было завтрашнего дня. Его не существовало. Вот вам будет в это тяжело поверить, но оно так было. У тебя реально, вот если простой человек, не в расстройстве, у него есть планы, он там думает про завтрашний день, то у меня в депрессии завтрашнего дня не было. Все, он отсутствовал. То есть
в моем мозгу была полностью сломана программа, и эта программа, она ведет на самоликвидацию. И поэтому завтрашнего дня не присутствует. Все. Не присутствует. Это уже когда ты проваливаешься нормально в депрессию, завтрашнего дня нету, а перед этим, конечно, у тебя этот завтрашний день тебе будет снова плохо, вот оно рисует. Но в депрессии, уже в серьезной депрессии завтрашнего дня нету. Тебе сегодня плохо, вот тебе сегодня плохо, тебя дает, и тебе все такое состояние, что не дай бог. И завтрашнего дня реально у меня не было. Здесь нужно снова работать вот с этой сетью, ставить план, через силу двигаться, рисуйте себе план будущего, берите ручку, тетрадку, рисуйте. Нужно туда возобновить программу, ее нужно снова туда встроить и запустить, то есть нужно вернуться к жизни, понимаете? И второй момент, как с подавленностью работать, эмоции. В депрессии у человека падает уровень серотонина. Серотонин это химический состав, который как бы отвечает за наше настроение. Вот за наше эмоциональное настроение. Оно взаимосвязано. Настроение поднимает серотонин, и серотонин дает настроение. Вот это взаимосвязь. И поэтому нужно осознанно поднимать этот серотонин через эмоции. Смотрите, человеку дан смех, это лучший антидепрессант, поверьте мне. Учитесь постепенно снова смеяться, включайте фильмы, комедии, потом двигайтесь по тем местам, которые будут у вас вызывать воспоминания положительные. Будут вызывать положительные воспоминания. Специально учитесь смеяться, вызывать у себя вдохновение. Пишите на будущее себе цель. Это будет как поезд, который тянет весь состав. Понимаете, это будет программа на будущее, то есть мы оживим вот свою эту нейросеть, мы зададим мозгу программу, что наша жизнь еще не закончится и нам еще нужно двигаться дальше. Еще такой интересный момент у меня был, у меня очень четко, я хорошо это запомнил, именно в депрессии. Смотрите, я в депрессии находился, это была зима, где-то плюс-минус Новый год, вот в это время. И мы на новогодние праздники, многие вешают такие огоньки на шторы, знаете, вот такие как дождики там, по типу дождика. И вот они цвета меняют, так прям. Там синенькие, зелененькие, желтенькие, красненькие, они все время переливаются. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. И что интересно, момент со мной такой произошел, это четко запомнил и проанализировал. Когда я находился в этом депрессивном состоянии, работал с ним, выходил, я как-то с кухни вошел в зал. В зале свет, дневной свет был погашен, а именно вот мерцали эти огоньки, они переливались, бах-бах-бах. И вот здесь я не могу объяснить, как это воздействует на мозг, но воздействие на мой мозг было очень положительное, эффект был очень хороший, я даже как-то и как бы заморозился, я зашел раз, и у меня в глазах эти огоньки прыгают, и мне как-то вот легче стало, я стал на них смотреть. Вот, а что происходит в мозгу в этот момент? Вот я на данный момент не объясню, я не смогу объяснить, потому что какой там процесс происходит и почему именно вот эти огоньки дали такой эффект, я не знаю. Но они дали. Я вот это четко запомнил, что именно вот эти
их моргание и изменение вот цветности, оно как-то очень хорошо и положительно воздействовало на мозг. Поэтому можете попробовать, как раз сейчас зима, темнеет рано, и думаю, эти гирляндочки, огоньки, они у всех есть, и поэтому у кого, кто находится вот в этом, в депрессивном состоянии, можете использовать этот момент. Кстати, я где-то слышал еще, по-моему, называют светотерапия, есть же светотерапия, потом еще какие-то терапии, именно по работе вот с этой депрессией. Вот поэтому тук-тук, у меня еще есть ряд роликов, в которых я рассказываю именно как работать с депрессией. Как работать с депрессией. Поэтому для пополнения информации смотрите мои ролики, где-то что-то еще, какая-то подсказка там будет. И смотрите, исключите на данный момент по возможности все негативные ситуации, которые будут воздействовать на вас. Даже если вот вы будете смотреть какой-нибудь фильм, связанный там боевик, либо какие-то кошмары, оно будет действовать на вас. Оно будет на вас действовать. Поэтому на данном этапе это комедии, мультики, песенки, связанные с воспоминаниями, чтобы навевало вам воспоминания там молодости, дискотеки, там еще чего-то, приятных моментов, чтобы мозг вспоминал. И вот тоже остальное делаем то, что я говорю. Но я научился и шел, чтобы осознанно сам себе поднимать вот этот серотонин. И смотрите, только не ложитесь и не садитесь. Ну хотя бы, присесть можете, но не ложитесь. Потому что я как только ложился, меня полностью захватывали негативные мысли. Все, вот они на меня нападали, вот как будто, представим себе такую тьму саранчи, и вот они на тебя раз, и все, они меня так захватывали, и я заметил, что именно если я ложился, либо садился, все, они захватывали. Именно как бы тебе плохо, тебе вот, тяжело там идти, ходить, но все равно встаешь и идешь, потому что всем управляет мозг, он уже чуть-чуть отвлекается на нашу вот эту ходьбу, и это лично мой опыт. И в движении легче работать с мыслями. Легче работать с мыслями при движении. И еще, если у вас есть где-то поблизости некие природные такие места, там озеро, лесок какой-нибудь, то тоже вот туда, там полегче, мать природа, она тоже помогает. Там птички поют, солнышко светит, ручейки, то есть сама природа, кислород в лесу, либо в какой-то лесополосе, все это будет работать. И как-то вот на улице оно будет легче, понимаете? Вот на улице туда, ты сюда, потихоньку ты двигаешься, только не замыкайтесь, не закрывайтесь дома, не ложитесь на кровать. Самое опасное это кровать, не ложитесь, это мой опыт, я просто вам советую. Как только легли, мысли все нападут, и тебя тогда и тебе жить не хочется, понимаете, там уже и суицидные появляются мысли. Вот как только ложишься, от них избавиться невозможно. Через силу ходить, через силу что-то делать, одновременно работать с мыслями, не прекращая, убирать, скидывать. Вот то, что сегодня в начале нашей трансляции я объяснял, как работать именно с мыслями, вот это нужно делать. Ну вот, тук-тук, надеюсь, я вам ответил, как работать с депрессией. И помните, еще один из важных моментов,
это рисовать себе будущее. Цель. Человеку нужна цель. Человек живет, живет, как вам сказать, человек живет полноценной жизнью, пока у него есть интерес, пока у него есть цель. Как только у человека нету цели, мы так устроены, человек начинает деградировать, человек начинает искать радость во всех вот этих напитках там алкогольных, плюс каких-то там наркотических веществах, то есть он начинает искать себе замену радости, чтобы искусственно там себе поднимать вот эту радость. Почему? Потому что у человека теряется интерес к жизни, там от тяжелой работы, либо что-то его там не устраивает, и он постепенно сваливается без цели в депрессию и находит, но это неосознанно, находит такой вывод, как правило, это спиваются люди. Люди начинают употреблять большими количествами алкоголь. Вот так это происходит. Поэтому работайте. Вот так. Страхи уже пережила. Вот вы понизили страхи, и вот теперь вы попали в депрессию. Вот здесь тяжеловато будет, но смотрите, я с депрессией расправился, по-моему, практически через 2 или через 3 недели я уже с нее вылез. Вот за счет КПТ, понимания, что как работает, и что как делать, и как оно происходит. Где-то 2-3 недели я уже основную эту подавленность, основные симптомы, вот эти мысли убрал, подавленность это уже более-менее выровнялся через 2-3 недели. Я расправился с депрессией. Но там потом еще будет такое, понимаете, вот нормальное настроение, так, нормальный фон, нормальный, потом раз ты провалился. Я сразу себе эмоцию вдохновения, там жизнь прекрасна, хороша, там и так бах-бах-бах, и я себе подымал настроение, либо смехом. То есть, как только меня просаживало, я сразу за счет эмоций себе активировал выработку серотонина, и у меня выравнивалось мое настроение. Вот так это работает. Да, Виктория. Славный брика водички. Это вот, это работает так, тревога, и вы, вот скажите, что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь себя контролировать, чтобы не потерять сознание? Вас это пугает? Вы пытаетесь ситуацию под контролем держать? Вот, Виктория, отпустите ситуацию. Вот как бы, что будет, то будет. Смотрите, что происходит. Вы пытаетесь себя контролировать, потому что ваше мышление, это называется предсказание. Ваше мышление выдает, как будто вы упадете. И как будто там упадете, дальше оно может рисовать, там ударюсь, опозорюсь. Вот есть такие мысли, вот. Если я упаду, то что произойдет? Что у вас страшного? Виктория. Вот если вы упадете, что страшное произойдет? Да, что да? Да, из каких 2 вариантов, да. Я упаду, умру, либо я упаду, опозорюсь. Что у вас происходит? Если вы упадете? Виктория. Видишь, тут пишут, даже на слух повлияло, 50% слуха. Угу. Потерял. Вот, смотрите, что меня заберут в больницу, либо умру. А почему вы так считаете? Почему, если вы упадете, умрете? Люди все падают. И не раз в жизни мы падаем. А почему вы так считаете, что вы умрете, если вы упадете?
Виктория, ответьте на этот вопрос. Почему вы так считаете? Сердце не совсем здорово. А сердце здорово не совсем... Это вам врачи сказали, или это вы сами себе вывод сделали, что у вас сердце нездоровое? Виктория, это я вам вопрос задаю. Вам врачи сказали, что у вас сердце нездоровое, либо это произвольное умозаключение, вы сами такой вывод сделали? Врачи сказали, что УЗИ нормально, а кардиограмма плохая. Вот. Так вот, смотрите, какой интересный момент. В тревожном расстройстве происходит такой момент, наш мозг дает неправильную команду сердцу на работу. То есть вот эти там перерывы секундные, либо ту-ту-ту-ту, заячье сердце, это дает мозг команду нашему сердцу. И поэтому даже я, когда зачастую мерил в этом расстройстве себе давление, то там есть такой значок вот этот зигзагообразный, как-то он с головы вылетел. На тонометре, когда меряешь. Пульс это. Да. Молния, То есть он у меня практически на каждое измерение вот этот аппарат, он фиксировал тахикардию. Понимаете? Но тахикардия, она получается, это неправильная команда мозга нашему сердцу, импульс. Пиу. А видите, врачи вам сказали, что у вас, что, ну, вы делали УЗИ, и что по УЗИ у вас все отлично. А это говорит о чем? Что физиологического поражения вашего сердца нету. Понимаете? Вам ничего не угрожает. У вас там ни тромбы, он не забитый, там, ни клапан поломан, там ничего. То есть физиологии у вас нету. Но они что сделали? Они, конечно, при измерении своих этих манипуляциях, они зафиксировали тахикардию. А тахикардия происходит на эмоциональном вот этом перенапряжении. Вот этот экстрасистол и вот неправильная команда мозгом нашему сердцу, импульс вот этот. Понимаете? У меня вот сколько она была, и иногда тахикардия, вот эти моменты, они проявляются у любого человека в процессе жизни. Человек переволновался, у него чик-чик-чик сердечко. Понимаете, что происходит? Поэтому, смотрите, Виктория, у нас есть две идеи. У вас одна идея, у меня вторая идея. Но вы неправильно трактуете факты, то есть то, что вам сказали. И поэтому вы как бы неосознанно сами себя запугали. И вы сделали вывод. Мне надо держаться, а если я упаду, то у меня сердце остановится. Только вот еще один момент. Как вы привязали падение к влиянию на сердце? Вот это объясните мне, пожалуйста. Какая разница? Либо вы стоите, либо вы лежите. Что меняется в сердце? Как вы этот момент привязали к падению, что если я упаду, то я сразу умру? Как вы вот это трактовали себе? Что произойдет? Вот какая разница между вертикальным положением и горизонтальным? Что меняется? Виктория. А еще, Виктория, можно вам задать вопрос? Конечно, меня извините, женщинам такой вопрос не задают. А сколько вам лет? Ставили под кардиограмме инфаркт, который у него не было.
Вот, Виктория, вам 41, а мне уже 47, понимаете? Вы еще молоды, и вот видите, вам даже ошибочно поставили инфаркт, да, я так понимаю. Я так понимаю, верно? Вам даже врачи ошибочно поставили инфаркт. У вас, вот смотрите, еще такой вопрос. А когда врачи вам этот диагноз поставили, сколько вам лет было? Во сколько лет вам поставили такой диагноз, что якобы был у вас инфаркт? Ответьте мне на вопрос вот этот. С 35 у меня это, а что это? Расстройство это? Расстройство. Вот. Ну, И вот смотри, сейчас Виктория нам скажет, во сколько лет ей поставили вот этот диагноз, Вот. и это примерно будет за пару лет до этого расстройства. В 35 поставили ошибочно. И потом сравнили с предыдущим кардиограммой, сказали, что кардиограмма такая же. То есть ошибка врачей, верно? Они неправильно вам трактовали, что у вас был инфаркт, Виктория, правильно? И это было вот в 35 лет. Я так понимаю? И вот с этих 35 лет у вас и пошло развиваться это расстройство, верно? А, инфаркт поставили в 40 лет. 40 лет поставили. Да, это была ошибка. Вот, дело в том, что врачи, они глубоко не вникают. Понимаете, вот ты приходишь в больницу и говоришь, у меня давление скачет. У меня давление. И они что тебе, у них есть протоколы. Они берут протокол, в протоколе написано, если есть давление, значит пей таблетки, все. Они же там не разбираются, причину они не ищут, твоего давления. Они все, значит, у них, у тебя какая-то физиологическая проблема, на, пей таблетки, расширяй сосуды. Но, что происходит? Люди эмоциональные, это эмоциональное давление, у них нету никакой гипертонии, понимаете? А просто человек эмоциональный, он переволновался, давление поднялось, он успокоился, давление упало. Вот так, точно, я думаю, так, Виктория, и у вас произошло. Вы пришли в больницу, у вас было расстройство с 35 лет, а вы попали якобы с инфарктом в 40 лет. Что они сделали? Поставили свои вот это оборудование, нацепили на вас манжет, этот измерение давления, сделали кардиограмму, а у вас были в этот момент экстрасистолы, и кардиограмма записала, что у вас происходит, ой, уже устал немножко этот, как-то волной происходит, ну сердце, ну тахикардия, вот они ее и зафиксировали. Но тахикардия была на эмоциональном перенапряжении, понимаете? Тем более вы еще пришли, вы там волноваться начали. Вы начали там волноваться, и, соответственно, конечно, у вас вот эта тревожность поднялась, давление, и тут тахикардия, экстрасистолия, то оно отрывается, то оно быстро бьется. И они это зафиксировали. И сильно не разбираясь, они вам взяли и влепили, что у вас был инфаркт. Понимаете? Они влепили вам, что был инфаркт. Все, вы привязались к этой ситуации. Вы начали бояться повторения. Ой, а если у меня снова забьется сердце, так как у меня билось, то все, я тогда получу инфаркт. Вот. А если я упаду, я там не смогу, например, себя контролировать или еще что-то. Вот примерно такое у вас мышление идет, Виктория. Такое у вас идет мышление, что мне нельзя волноваться. Если я сейчас переволнуюсь, у меня будут
повторный инфаркт, а если я упаду, я там потеряю над собой контроль, и у меня там поднимется тревога, и у меня тогда забьется сердце, и все, и беда будет у меня, беда, беда. Вот так примерно у вас трактовка. Вот это, да, называется боязнь белых халатов и ипохондрии. И, конечно, и когда у вас начинает проявляться тревога, все, вот, и пошла вот эта вся система работать, понимаете? У вас пошла тревога, все, сердечко забилось, давление поднялось, тут же экстрасистолы проскочили, тут же, они снимают эту кардиограмму, а там зигзаги, тю-тю-тю. Понимаете? И все они фиксируют. О, блин, сердце неправильно бьется, все, наверное, там был. А еще как врачи, давай поставим, там у нее был инфаркт. Ну, первый, ладно, ставим инфаркт. Они же не разбираются. Понимаете, почему у вас в этот момент это произошло. Вот вы ответили на свой вопрос. И поэтому, смотрите, по вашей ситуации нужно оспорить вот эту идею, которая неправильно закрепилась у вас. Вот этим способом, который я вам рассказывал, оспорьте эту ситуацию, что это не так, как вы думаете, что ничего с вами не случится, никакого инфаркта с вами не произойдет. Вот когда приходят эти мысли, оспаривайте эту ситуацию, что со мной все нормально, это ошиблись врачи. Это ошиблись некомпетентные врачи, потому что поленились разбираться в моей ситуации. А моя вот эта кардиограмма, она показала потому, что я в тот момент находилась на эмоциональном перенапряжении. И поэтому вот эти все там экстрасистолы, тахикардия, вот оно все в кардиограмме. Или там, если они делали еще какие-то, снимали с вас показатели, вот это там и показало. И следующий момент. Вам нужно отпустить ситуацию. Вот как бы упаду, так упаду, подымут. Нужно отпустить ситуацию, потому что поведение формирует убеждение. Вы пытаетесь, себя держите, чтобы не упасть, и вы находитесь в постоянном напряжении. Вы находитесь в постоянном напряжении, а это и вызывает у вас вот эти все спецэффекты. Может вот это головокружение, вот это все вызывает. То бишь, получается, вы своим страхом вызываете вот эти спецэффекты. Из-за страха упасть вы пытаетесь себя держать в руках, а тут туман, и вы еще больше у себя напряжение вызываете. А напряжение усиливает вот эти все спецэффекты. То бишь, ваша задача отпустить ситуацию, перестать себя контролировать. Но что получится, у вас может сразу, как только вы отпустите ситуацию, у вас поднимется тревога и снова сердце забьется. То есть усилится эмоциональное проявление. Но вы выдерживаете, на контроль не становитесь. Не контролируйте дальше. Потом оно все опустится. Вот что произойдет. Вам нужно отпустить этот контроль. Контроль вы попали из-за неправильной трактовки, из-за того, что, скажем так, из-за ошибки врачей, то, что они вам рассказали, они вас запугали, и поэтому из-за неправильных выводов вы начали себя держать постоянно в контроле перед страхом, что якобы я умру. Вы стали себя держать. Вот вы проанализируете, когда вас начинает, раз вот включилось, у меня такое было, вот ты идешь, а потом ни с того ни с сего тебя вот бах, и ты вот оп, как бы поплыл, вот ты, нету, резкость пропадает, и ты как будто вот пьяным становишься, такой в ума, ты не можешь контролировать, как бы водит, понимаете, вот ты не можешь, оп, и повело сразу. Но что происходит у вас? Вы этого момента пугаться начинаете, правильно?
Вот я вам задаю вопрос, и вы мне отвечаете. Вы этого момента начинаете, вот у вас испуг сразу идет. Как только у вас это проявление пошло, вы сразу пугаетесь, верно? Вот, смотрите. А страх, он работает на кортизол. То есть кортизол делится на две составляющие. Адреналин и норадреналин. И вот норадреналин, он содержится в составе кортизола. Но на вот этот, на эту составляющую воздействует страх. То есть этот норадреналин, он работает по сердечной мышце. И сразу начинает биться сердце. Вот вы потом заметите, как только вы будете учиться не пугаться, по мере уменьшения реакции страхом у вас будет уже не так ярко биться сердце. Оно будет все меньше, меньше биться. Ну, в плане вот этого ду-ду-ду-ду, оно у вас постепенно будет уходить. На сердце работает страх. Эмоция страха. Чем сильнее страх, тем сильнее бьется сердце. Поэтому, когда у вас включается это проявление, у вас идет автоматическая мысль, и вы сразу пугаетесь. Мысль настолько быстра, что вы ее можете не замечать, но ваша реакция это страх. А страх тут же команду надпочечником и тут же через химический состав воздействует на сердце. У тебя мгновенно биться сердце начинает. И вот как только вы начнете убирать страх, вы сразу заметите, что вот эта чистота и яркость ударов, она начнет уменьшаться постепенно. Ну правильно, идет вот у вас идет вся эта ситуация, она идет очень резко. Поэтому оно сразу бах, и ты вот как теряешься. Вот здесь важно учиться не реагировать, не дергаться, вот это убирать, поведенческое. Вы уже осознаете, как это работает, что с вами происходит, я вам сегодня разложил это. И поэтому при следующей ситуации ваша задача не реагировать так, страхом. Вот на этот симптом, который будет проявляться. И точно так оно будет по всем работать, вот кто меня смотрит, это убирать свой вторичный страх. Ситуация прошла, первичный страх, мозг там что-то затревожился, возникло, но ты как бы не реагируешь, ты выдерживаешь ситуацию. Вот ты как бы замираешь, как ящерица. А человек что делает? Человек вот он, эмоционально-поведенческое, он пугается, бах, и конечно тут бах, и пошел вот этот страх, и адреналин работает по сердечной мышце. Вот из-за этого на барабане. У меня такое было, и я когда убирал страх, я видел, как мое сердечко начинало биться все менее ярче и не так вот быстро. Вот за счет понижения страха я четко видел, как мое сердцебиение начинало уменьшаться. Вот эта взаимосвязь. Насколько понизится страх, настолько понизится сердцебиение. Понимаете? Вы это увидите. Да, вот, все правильно. Не бояться этих симптомов. Это все делает тревога. Тревога. И убирать контроль, когда вы себя пытаетесь удержать на ногах. То есть вот вы контролируете, вы пытаетесь за счет вот этого постоянного напряжения, у вас и держится все время тревога. И формируется в мозгу убеждение, что это опасно. Понимаете? Здравствуйте, можно без таблеток вылечиться? Ну, если вы мой канал смотрели, то там ответ есть. До корки. Ник до корки. Можно. Но нужна сила воли. Невозможного нету. Сами ведете блог на канале, рассказываете. Можно выйти без таблеток. Невозможного нету.
Включил. А, нет, нормально в эфире. Так. Ну вот, Виктория, надеюсь, я ответил вам на ваши вопросы. Ответил вам на ваши вопросы. Как я поеду, начала переживать, крутить мысли и заметила, что резко начался туман в голове и перед глазами, и начался дар в теле. Дар в теле. Такое разве бывает от мысли? Конечно, конечно. Мысли, почему я показывал вот эту схему, еще раз я начерчу, это было в прошлом эфире, смотрите, как оно работает. Ситуация. Ситуация. Вот в том, что вы только что писали. У вас что первое появилось? У вас первое появилась ситуация. Как я поеду? То есть у вас в мозгу уже возникла эта ситуация. Вот это и есть ситуация. Ситуация может быть как реальная, может ситуация быть, как вам сказать, так и воображаемая, виртуальная, понимаете? Для мозга и та ситуация, она одинакова. Это для нас, это мы понимаем, что вот эта доска, вот это реальная. А вот я себе представил мишку, вот он у меня стоит, это виртуальное, это мы понимаем. А для мозга и то это одинаково. Поэтому, как вы подумали, как я поеду, то уже возникла ситуация. И ситуация, и вот тут же у вас возникает мысль. Как я поеду? Вот эта мысль. То есть ситуация, воображение, воспоминание, и тут же мысль, как я поеду. Как я поеду. Тут же эта мысль, вот эта мысль производит у вас что? Эмоцию. Мысль производит эмоцию. А эмоцию какую? Страх. Идет страх. Страх что? Работает куда? На тревогу. Тревога сообщает надпочечникам. Надпочечники что? Выбрасывают кортизол. Также тревога воздействует на мышцы. Мышцы спазмируются. Вот здесь и пошло ваше ощущение. То есть эмоция что делает? Отражается в теле. Отражения в теле пошли. Вот они разнообразные. Туманы, болевые ощущения и так далее. Отражается в теле. Отражение в теле. В теле. Отражение в теле. Вот это пошло у нас. Отражение в теле. Все. Дальше что может быть? Дальше идет отражение в теле, вот это эмоциональное, и дальше у человека происходит поведенческое, как правило, поведенческое избегание. То есть человек начинает некое действие, вот там метаться, избегать, там, вот. Поведение. И как только он спасся, он якобы спасся, и снова приходит к мысли, фу, я спасся. Значит, у него идет заключение, что он сделал правильно. Но на самом деле это неправильно. Что произошло у вас? У вас появилась ситуация, как я поеду, предсказание. Тут же появилась мысль, как я поеду. И мысль у вас вызвала сразу тревожность. Тревожность вызвала эмоцию. Все, пошла страх, страх вызвал эмоцию. Поняли, что у вас произошло? Поэтому что нужно делать? Нужно работать с мыслями. Отделяться от них. Отделились от этой мысли и вернулись в момент здесь и сейчас. Как отделяться? У меня
есть ролики, способы отделения, там много где этот момент цепляю, потому что мысль воздействует. А если мы от мысли отделились, то мысль на нас не сработала, дальше вот эта цепочка не пошла. Но оно может не сразу получиться, оно каким-то, ну скажем, определенные моменты эмоциональные вызовет, но они не будут так острые. Но потом путем тренировки ты буквально убираешь, ты как бы обрезаешь мысль, и эмоций не происходит. Не происходит. Видите, как вы удивлены, что мысль влияет на нас. Видите, как вы этим поражены? Конечно, мысль. Почему говорят, что мысли, вернее, слово имеет силу? Силу. Вот как оно работает. Спасибо, Добрыч. Такое разве бывает от мысли? Вот теперь вы поняли, как это работает? У меня, смотрите, как было. У меня... Получается, не надо думать о плохом? Причем? Нет. Здесь, смотрите, Виктория, здесь происходит очень интересный момент. Во-первых, если мы подумаем, то вы о плохом не думали. Вы думали, как вы куда-то поедете, но человек, находясь в тревожном расстройстве, у него получается момент, у него, как вам сказать, мозг работает, вот у него катастрофизация. Вот то, чего ему не предстоит, первое, это уже как способ мышления, второе, я такой вот момент видел, ну, замечал за собой, от уровня тревоги это зависит, когда у меня было повышенное, вот про что бы ты ни подумал, вот про будущее, прогноз будущего, вот пойти куда-то, поехать, у тебя все время оно заканчивается плохо. Плохо. Это воздействие тревоги. И вы говорите, постоянно, получается, что постоянно нужно думать о хорошем, а вот вы сможете думать, вот я вам вопрос задам, вы сможете думать о хорошем? У вас вот это будет включаться, это способ, выученный способ, выученная привычка, и поэтому здесь комплексом нужно работать, понимаете, Виктория? Здесь нужно комплексом работать, чтобы понимать, как оно, что происходит, и в каких моментах что применять, какой прием применять. Как отделиться от мысли, как поменять себе эмоцию, потому что любая эмоция давит другую эмоцию. Что значит возвращаться в момент здесь и сейчас? Что это обозначает? Потому что понимать, что переключаться не от страха нужно, а учиться переключаться, как будто это не важно, ты перещелкиваешься. То есть там целая цепочка, целая плеяда работы, понимаете? Здесь как бы вот с кондачка, вот так, с наскока, оно не получится вот эту всю систему вам объяснить, описать, понимаете? Как оно там все взаимосвязано и как оно очень четко встраивается в друг друга и зависит друг от друга. Вот эта вся цепочка работы, понимания, сознания, практики вот эти, как оно устроено и как оно все функционирует между собой. Не получается думать о хорошем. Смотрите, а вы пытаетесь о хорошем думать. Виктория, да? Вы пытаетесь думать о хорошем. Получается, надо не думать о плохом, а нет, не получается думать о хорошем. Смотрите, там, как вам сейчас я объясню, у вас не получится думать о хорошем. Смотрите, у вас не получается думать о хорошем, и у вас еще больше растет напряжение. Есть такое? У вас еще больше усиливается тревога. Виктория, есть такой момент? Либо вы себе говорите, мне надо думать о хорошем, я должна думать о хорошем. Правильно? Вы так себе говорите? Я должна думать о хорошем, и пытаетесь думать о хорошем. Есть такое?
Вот. Смотрите, теперь я вам... Вы попали в ментальную ловушку, очень распространенную. Особенно эти вещи встречаются у людей религиозных, набожных людей. Особенно когда дети растут в такой семье, и набожная мать, там отец, и говорят, к тебе не должны приходить богохульные мысли, ты не должен думать о плохом. Но, смотрите, наш мозг так устроен, к нам в мозг приходят разные мысли. Это не зависит от нас, какая мысль к нам придет. Понимаете? И еще такой момент, нас поделили в социуме, хорошая мысль, плохая мысль, это хорошо, это плохо. Но первое понять, мысли к человеку в голову приходят разные мысли. Вот. Но в чем секрет? Мы можем думать эту мысль, реагировать эту мысль, а мы можем не думать эту мысль. Потому что это просто мысль, не больше, не меньше. Понимаете, это нервный импульс мысли. Чук, все. А вот уже думать, либо не думать, это от нас зависит. И если ты ее испугался, ты ее отреагировал, почему она к мне пришла? А что она пришла, ты ее думать начинаешь, эту мысль. Вот тогда мысль это становится навязчивой. А если бы эта мысль пришла, ты ее пропустил, пришла, ушла. Все, ты эту мысль не реагируешь, ты ей не придал значения. Понимаете? И вот момент истинный. Родители вложили в вас неправильное убеждение. Вы думали, что можно всегда думать про хорошее, можно думать про хорошее. А там же вытекает такой момент, значит если мне нужно думать только про хорошее, значит мне не должны приходить плохие мысли, правильно? Но к нам разные мысли приходят. И поэтому это абсолютное заблуждение, когда родители человеку внедряют такое убеждение, что мысли должны быть только хорошие. Это невозможно. Это нереальность нашей жизни. Такого не может быть, к нам мысли разные приходят. Вот это первое вам нужно понять. Второй момент по данной ситуации. Вы сейчас начинаете пытаться думать про хорошее. Правильно? Да, есть напряжение. Вот вы мне ответьте, как только вы пытаетесь думать про хорошее, у вас это не получается, и у вас еще больше усиливается напряжение. Сейчас объясню вторую ошибку, один из моментов второй ошибки. Человеку на тревоге, на эмоциональном перенапряжении очень тяжело сфокусироваться, ему очень тяжело подумать. Вот эти там тревожные мысли могут перться автоматически, но что-то подумать человеку очень тяжело, сосредоточиться. И поэтому, когда вы начинаете думать о хорошем, ваши шансы практически равны нулю. Это нужно навыки иметь. Вот я этот навык имею. Я могу думать про одно, тут же я могу думать про другое. Я к этому пришел через тренировки, то есть через годы тренировок, через год тренировки. Я пришел к этому, я могу это сделать. Вот. И то, не знаю, у меня, это после уже не панические атаки, потому что когда на сильной панической атаке, ты там вообще не можешь ничего подумать. Поэтому вы делаете вторую ошибку. Почему такое состояние, как будто не в реальности находишься, как будто во сне ходишь, это повышено. Это все делает тревога, Виктория, это все делает тревога. Вот это как будто во сне, вот неадекватность восприятия, это момент проявления дереализации, но это все делает тревога. Это просто обозначение там, дереализация, психосоматика, вот. Просто поделили, чтобы
лучше доносить человеку вот на такие моменты, но виной всему это тревога. И вот это все делает тревога. Оно обозначается по-разному, но причина одна – это тревога. И вот по вашему моменту вы не пытайтесь думать о хорошем, а нужно учиться фокусироваться на том, что вокруг тебя, переключаться, а не пытаться в голове думать о хорошем, понимаете? Вот вы стоите, вот стул, стол, кружка, вот сюда нужно уходить, переключаться сюда, на внешний фон, на то, что вокруг тебя. Вот так легче переключиться путем тренировки, вы будете переключаться. А когда вы пытаетесь на тревоге подумать о хорошем, это ноль шансов. А у вас не получается, возникает еще больше напряжения. Понимаете? И у вас должествование, я должна. Это ошибки в мышлении, это языковая ловушка. Вы в языковой ловушке. Вот. Поэтому нужно будет потом вот это я должна это все убирать. Но это целая плеяда работы, как бы. Я вот здесь частично вам пытаюсь объяснить, что и как оно происходит, что с вами происходит и что делать в этой ситуации. Так, есть еще какие-то вопросы? Так. Есть ли у нас еще вопросы? Уже 2 часа тут. Да, уже. 2:10, можно уже заканчивать. Да, уже все, вопросы все закончились. У нас вот Виктория только выдает нам вопросы. Не забывайте поддерживать Да, наш канал. поддерживайте, пожалуйста, канал. Еще такой момент. Подписывайтесь на канал, кому понравилось, да, и перепроверяйте. Потому что нам сообщения только могут написать подписчики. Мы сделали так, чтобы не писали разные такие подростки, всякие глупости. Спамеры называются. У нас в чате. Поэтому мы сделали, только подписчики могут писать в чате. Вот, поэтому подписывайтесь, если кому-то нравится, кому-то интересен этот вопрос, вот то, что я рассказываю в своих трансляциях. И перепроверяйте. Так, еще ставьте лайки по возможности, ребята, всем девчата, мужчины, женщины, девочки, мальчики, большие, маленькие, по возможности, если можете, поддерживайте канал финансово, потому что мы в таком, да, положении нуждаемся частично. Так, получается, что, вот за этим сердечком не видно, уменьшить уровень тревоги. Получается, что... надо уменьшить уровень тревоги. Да, но уменьшение уровня тревоги работает через уменьшение страха. Меньше страх, меньше тревоги. Как бы работаешь, на данном этапе не самой тревогой, а в данном этапе работаете со своим страхом, вот этими реакциями, неправильными трактовками. Останавливать эти мысли, которые вы начинаете сами себя запугивать, останавливать их и приводить в пример, что это не так. То есть работаем с мышлением тоже, с мышлением и поведением. Мышление и поведение, понимание будет убирать страх, будет убираться страх, понижаться страх, будет понижаться страх, будет понижаться тревога. Тревога, вот так оно взаимосвязано. А как убрать страх? У меня страх всего, боюсь всего. Смотрите, я вам объясняю. Поведение. Чего боишься, туда идешь. И одновременно работаешь с мышлением. Если возникают вот эти запугивающие мысли,
то их останавливаешь и объясняешь, что этого не произойдет. Но как проговаривание, так и поведение, боишься пса, иди к псу, тоже формирует убеждение. Вот идешь и выдерживаешь эту тревогу. Но там также с триггерами нужно работать. Там целая цепочка, такая целая плеяда. Понимаете, там, как я объясняю, там системой нужно работать. Все, наверное, заканчиваем, Вот. да? Ну все, добренько, на сегодня заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо за вопросы, особенно Виктории. Она активно так задавала вопросы. Спасибо всем, кто был на трансляции. Всех благодарим. Все, ставьте эти пальчики, поддерживайте канал. По возможности благодарны за поддержку. Любым способом, кто поддержит, будем благодарны. Либо тем, либо финансовым, и лайками. За все будем благодарны. Все, спасибо, кто присутствовал. Все, заканчиваем наш эфир. Все закончилось. Заканчиваем наш эфир. Здесь